Jeff Bezos. Джеффри Престон Безос. Основатель Amazon, владелец издательского дома The Washington Post и аэрокосмической компании Blue Origin, на протяжении 3 лет был самым богатым в мире человеком со состоянием более 200 миллиардов долларов. Джефф Безос родился 12 января 1964 года в городе Альбукерка, штат Нью-Мексико, США. Его мать, Жаклин Гиз, на тот момент было всего 17 лет, а отец был на 2 года старше и выступал в цирке, исполняя трюки на мотоцикле и часто злоупотребляя алкоголем. Когда Джеффу было 1,5 года, мать не выдержала отношения мужа и забрала сына. Она вернулась в родительский дом. Спустя 4 года девушка встретила кубинского иммигранта Мигеля Безоса и вышла за него замуж. Он заменил мальчику отца и отнесся к нему как к родному сыну. А вскоре у Джеффа появилась сестра Кристина и брат Марк. С 4 до 16 лет Джефф каждое лето приезжал к бабушке с дедушкой на ранчо. Там он помогал по хозяйству, чинил мельницы и мастерил с дедом в гараже всякие хитроумные устройства. А в свободное время играл в шашки и читал научную фантастику. С первых классов он стал одним из лучших учеников класса, а дома часами сидел за компьютером, играя в игры про космос. Когда Джеффу исполнилось 13, семья перебралась в Пенсаколу, штат Флорида. Там Жаклин добилась того, чтобы ее сына сразу допустили к обучению по специальной программе для одаренных детей. Через 2 года семья снова переехала, на этот раз в Майами, где отцу предложили высокооплачиваемую работу. Там Джефф подрабатывал на летних каникулах в Макдональдсе, жаря картошку. После окончания школы с отличием Джефф поступил в Принстонский университет на факультет информатики и электротехники. У него были трудности с научными предметами, например, одну из задач по физике он долгое время не мог решить, в то время как его однокурсник дал на нее ответ моментально. Тогда он понял, что наука это не его, поэтому он решил уделять максимум внимания изучению вопросов компьютерной поддержки. На тот момент в этой сфере был дефицит хороших специалистов. В 1986 году Безос закончил университет с красным дипломом. После окончания университета устроился на работу в маркетинговый отдел в компании по продажам оптоволоконного кабеля. Потом переехал на Уолл-стрит и там устроился на работу в банк Bankers Trust, а затем нанялся на должность вице-президента инвестиционного фонда. К 30 годам ему надоело там работать, и он всерьез начал задуматься о создании своей компании. Поэтому в 1994 году он уволился и приступил к работе над своим проектом Amazon. До того, как Джефф обратился к отчиму с просьбой о займе, тот даже не представлял о существовании интернета. Летом 1994 года Джефф с женой переехали в город Беллью, неподалеку от Сиэтла, штат Вашингтон. Свой гараж он переделал под офис, самостоятельно сделал столы из деревянных дверей, а деловые и важные встречи проводил в книжном магазинчике недалеко от дома. И на отложенные $10 тысяч он закупил компьютерную технику и нанял на работу 2 программистов, которые по заданию начали разработку сайта для продажи книг. Первые заказы Джефф лично развозил на машине, а через 2 недели заказы поступали из всех штатов Америки, а еще через 1,5 месяца уже из 45 стран мира. Популярность магазина и интернета в целом настолько росла, что к началу 1997 года в компании работало уже порядка 250 сотрудников, а электронный каталог магазина насчитывал несколько миллионов изданий. Для дальнейшего развития бизнеса Безос привлек сторонних инвесторов, которыми стали его друзья семьи, приятели из универа, в котором он учился, и бывшие коллеги из Уолл-стрит. В 1997 году компания вышла на IPO, выложив в публичный оборот чуть больше 3 миллионов акций. Успешный выход на американскую фондовую биржу ценных бумаг позволили перейти на следующий этап расширения Amazon. С 1998 года интернет-магазин начал стремительно увеличивать товарный ассортимент, начиная от комплектующих до компьютера, заканчивая садовыми инструментами и туалетной бумагой. Но финансовый кризис в 2000 году, так называемый лопнувший пузырь доткомов, сильно сказался и на Amazon.
Вместе со всем рынком упали и акции интернет-магазина. Еще несколько месяцев до этого акции Amazon, которые стоили $90 за штуку, упали до $6. Многие финансовые эксперты прогнозировали, что Amazon обанкротится и закроется в ближайшее время. Безос был вынужден провести масштабные сокращения персонала и максимально урезать расходы компании. Кое-как продержавшись на рынке, спустя 2 года стоимость акций восстановилась и компания закончила год с прибылью. Это стало возможным благодаря тому, что Джефф в основном заключал партнерские договора с розничными брендами и компаниями, для которых его магазин стал онлайн-витриной. На начало 2011 года в Amazon.com уже работало 30 тысяч сотрудников. В 2012 году корпорация покупает Kiva Systems, успешного производителя роботов для автоматического перемещения товаров внутри складского пространства. Впоследствии это решение позволило маркетплейсу сократить до 40% издержек на подготовку заказов к отправке. В декабре 2016 года Безос сообщил о первой доставке магазина, выполненной с помощью беспилотника. Спустя год компания открывает первый в мире роботизированный супермаркет Amazon Go, в котором отсутствовали кассиры. Для оплаты товара покупателям нужно было скачать специальное приложение, отсканировать продукты, сгенерировать QR-код и приложить его к турникетам на выходе. Стоимость покупки автоматически списывалась с банковской карты клиента супермаркета. В сентябре 2018 года капитализация Amazon превысила $1 триллион. В начале февраля 2021 года руководство Amazon объявило о том, что бессменный руководитель покинул пост генерального директора, оставив за собой пост председателя совета директоров. Новым главой интернет-магазина стал Энди Ясси, ранее возглавлявший Amazon Web Services. Сам Безос сообщил, что он намерен участвовать лишь в наиболее крупных проектах корпорации, сосредоточившись на управлении собственным благотворительным фондом Bezos Earth Fund и аэрокосмической компанией Blue Origin. Аэрокосмическая компания Blue Origin была основана в 2000 году. На тот момент его состояние составляло $6 миллиардов. В течение 3 лет бизнесмен хранил свой стартап в секрете, однако после того, как он начал скупать в Техасе землю для строительства суборбитальной площадки, проект привлек внимание общественности. Первой разработкой компании стала модуль-платформа для вертикального взлета Charon, успешное испытание которой прошло в 2005 году. Через год компания объявила о тестировании уникального суборбитального корабля Goard, на базе которого впоследствии был создан корабль New Shepard, способный доставлять пассажиров на высоту 100 км от поверхности Земли. Последние 15 лет на поддержку Blue Origin ежегодно выделяется порядка $1 миллиарда. Помимо корабля New Shepard, компания активно работает над ракетой New Glenn, которая сможет доставлять на Луну людей и грузы. Первый суборбитальный полет корабль New Shepard совершил 21 июля 2021 года, стартовав с собственного космодрома Blue Origin, расположенного в Техасе. Его пассажирами помимо самого миллиардера стали 53-летний брат Джеффа, 83-летняя американская летчица Уолли Фанк и Оливер Деймон, 18-летний сын нидерландского миллиардера. 10-минутный полет транслировался в прямом эфире. Таким образом, компании Blue Origin удалось за один раз поставить сразу несколько рекордов, собрав на борту самого богатого, самого молодого и самого старого космического астронавта. В последние годы между американскими миллиардерами развернулась самая настоящая космическая гонка. Кроме Blue Origin, на рынке частных космических полетов уверенно лидируют Илон Маск, глава SpaceX, и Ричард Брэнсон, учредитель Virgin Galactic. Вплоть до июля 2021 года было неясно, кому из них удастся совершить первый полет к звездам. Однако, когда Безос сообщил о том, что первый суборбитальный полет его корабля New Shepard назначен на 20 июля, Брэнсон решил опередить его, совершил полет на 9 дней раньше. Из троицы миллиардеров Илон Маск единственный, кто до сих пор не был в космосе. Однако он планирует устранить это отставание уже в ближайшее время. Также Джефф Безос уделяет немало времени филантропии. В частности, он является одним из крупнейших жертвователей Центра медицинских исследований,
который занимается поиском лекарств против рака. Кроме того, Безос активно поддерживает различные образовательные проекты. Так, например, его семья является основателем стипендиальной программы в Институте гуманитарных исследований Аспена. Несколько лет назад он рассказал о создании фонда Земли с бюджетом 10 миллиардов долларов. Его задачей стала поддержка активистов и ученых, которые борются с изменением климата планеты. Осенью 2017 года Джефф запустил уникальную ветряную энергоферму в Техасе, ставшую самой крупной в мире. Комплекс сооружений включает порядка 100 турбин высотой 90 метров. Джефф Безос, чье состояние по приблизительным оценкам аналитиков составляет 200 миллиардов долларов, тщательно скрывает свою жизнь от посторонних. Поэтому точный список принадлежащего ему имущества неизвестен прессе. Однако вездесущим журналистам все же удалось узнать, что бизнесмен владеет недвижимостью во многих городах и штатах США. Так и в Беверли-Хиллз, где сегодня проживают практически все звезды Голливуда, у Безоса сразу две роскошных резиденции стоимостью в 25 и в 13 миллионов долларов. Также в собственности миллиардера находится 3 пентхауса в Нью-Йорке и ранчо в Техасе. В 2020 году официальный источник The Wall Street Journal рассказал о том, что бизнесмен приобрел особняк за 165 миллионов долларов в Беверли-Хиллз. Помимо прочего, владелец интернет-магазина Amazon является собственником частного двухмоторного самолета Gulfstream G650ER, покупка которого ему обошлась в 75 миллионов долларов. Успех Джеффа Безоса – это не стечение обстоятельств или удача, а закономерный результат кропотливого и тяжелого труда. Он один из первых поверил в американский рынок электронной коммерции. Без сожаления оставил престижную работу ради торговли книгами в интернете. Предприниматель на уровне интуиции распознает выгодные и перспективные ниши, способные принести отличный доход. Именно поэтому проекты Безоса остаются конкурентными, несмотря на то, в какой сфере деятельности они реализуются. Сегодня в Amazon работает более 50 тысяч сотрудников, а представительства магазина открыты в США, Канаде, в Европе, Китае и в Японии.